практика межтерриториального управления. В данном случае я имею в виду, как я говорю, о межтерриториальном управлении, достаточно активное управление, связанное с тем, что соседние области информации, которые подразумеваются как тоже некие территории информации, они имеют ту же функцию управления, как конкретные физические территории. Поэтому здесь смысл данного уровня управления заключается в том, что мы переводим какие-либо вопросы и проблемы, существующие на территориях или в информативных областях, в структуру, которая находится между ними, именно понятие между, межтерриториальное управление. В большем прикладном аспекте это касается именно территорий физических, и в связи с этим умение перевести отраженный фактически сигнал от физических территорий, которые происходят обычно в виде просто созерцания, восприятия каких-то событий на территории, и умение перевести этот сигнал на структуру мышления, это и есть, в общем-то, суть такого управления. То есть мы должны для того, чтобы сделать управление по какой-то физической территории, найти соседнюю территорию, которая может обозначаться рядом признаков, и получить управление фактически между двумя, тремя или сотнями территорий. То есть найти фактически смысловой или фундаментальный управляющий фактор, который связывает различные территории между собой на уровне мышления и на уровне доступа импульса управления. Для этого мысль человека, который управляет таким образом, должна быть достаточно линейна, то есть она геометрически должна быть выдержана как уровень доступа к управлению, где мы имеем следующую характеристику, что мысль, некая сила мысли или давление мысли, это и есть в данном случае управление на точку доступа к территории. То есть фактически это выглядит так, что мы сначала воспринимаем информацию территории, либо она физически, в общем-то, обусловлена, то есть мы знаем, по новостям или знаем, например, в прогностике даже, что может произойти на территории. Затем выделяем любую область, и в первом уровне управления эта область должна быть нейтральной, то есть она не должна содержать информации, характерной для территории управления. А дальше мы выделяем область в структуре мышления, ту точку, к которой будем осуществлять доступ и осуществлять некое давление. Выглядит это как некое такое волновое давление, то есть мысль работает как волна фактически, и вы приводите управление к этой точке, начинаете волновым образом давить на точку управления физическими областями, и происходит управление. То есть сама модель, она очень так механистически выглядит, то есть практически здесь нет каких-то особых элементов, кроме как удержания волновых элементов восприятия и в ощущении. То есть в данном уровне можно переходить на структуру ощущения волны, такого волнового принципа управления. С одной стороны, это упрощает контроль, потому что волна, ассоциативно, так скажем, или на уровне восприятия стратегических систем, она воспринимается всегда в некой такой полноте. То есть, если что-то происходит с волной, какая-то реакция идет, скажем, или, например, какой-то всплеск, то это всегда воспринимается другим уровнем. Вот если такой пример привести, например, бросается камень, он скользит по глади воды, то, например, определить, как воспринимается движение камня, соприкосновение с водой, плоский камень, и если посмотреть, как воспринимается рябь воды, то видно, что в точке соприкосновения камня с водой идет восприятие, в первую очередь, больше духовное, то есть спектр духа реализовывается, потому что между разными физическими системами, вода и камень, работает больше в первом уровне дух человека. Таким образом, на действии можно понять, какая система в первую очередь воспринимает действие. Как я уже сказал, можно для этого, не только это конкретный случай, вообще делая какие-то действия, рассматривать, где работает дух человека, в первую очередь, то есть дифференцировать действие духа, а где работает, например, душа. И вот если мы посмотрим дальше, то видно, что действие души, это, например, центр этого камня фиксируется, например, статикой души. Тогда понятно, как душа человека перерастает в управление этим камнем. Можно замедлить движение,
можно ускорить и так далее. Хотя, казалось бы, даже соблюдать физические законы, там бросили, как должен лететь, в принципе, с какой-то одной скоростью. И таким образом, это как система управления, связанная тоже на как бы больше видовых системах, да, оптических, то есть звук имеет одну систему, например, серебристо-белый, и концентрация звука там даже другая, да, этого скрытого звука. В то время как действие, например, души можно обозначить как структуру некой мелодии. И когда мы начинаем анализировать в плане сравнения, что происходит, например, да, между разными элементами, то чтобы получить здесь управление более, например, конструированным, мы можем, разделяя структуру даже мелодии, видеть, как можно складывать, например, там, силовое управление с точки зрения вечности на мелодии, например, да? Произведение музыкальное, которое обладает свойством передаваться по времени в будущее, вот это вот некий такой силовой стяг, там, да, он другой, по-другому выглядит. То есть он формируется за счет того, что каждый фрагмент, формирующий мелодию, он держится как бы на независимом спектре как бы межтерриториального и межвременного уровня управления. Произведения искусства, которые переходят в будущее по времени, они держатся на тех фрагментах восприятия человека, которые не зависят, например, там, от времени. Да? Мы можем взять фрагмент времени 1, 2 и сказать, что мы работаем на межвременном интервале. Тогда будет понятно, какое произведение искусства необходимо делать, да и как. То есть как вот, например, делает Бог, создавший физическое тело человека, душу человека, он же структуру вечности заложил по разным качествам. И в связи с этим, например, там, душа изначально вечна, а когда мы говорим о вечности тела, то нам приходится увеличивать понятийный аппарат или аппарат познания, чтобы душа и тело работали синхронно, да, на уровне того, что разные, там, вроде как две системы на оптическом уровне выражения. То есть, если смотреть глазами, то просто физическим зрением тело видно как материально-геометрическую форму физического тела, а душа воспринимается духовным зрением. Но если глаза души или глаза там, духовного восприятия сопоставить с физическим зрением, то можно видеть душу так же, как человек видит физическое тело, свою душу, или там, свой дух. Таким образом, наблюдая просто за телом, такой, да, логически, можно определить, как работает душа, дух, сознание. И здесь, вот, в принципе, есть такой способ, некий такой заместительный, скажем, да, работы, где замещение происходит следующим образом, что мы видим, как работает сознание, как оно будет работать в будущем по какой-то проблеме. И если нам нужно, например, улучшить, предположим, какой-то элемент управления, то мы можем тогда просто-навсего взять и таким же волновым принципом оптическим заложить уровень в действие. То есть мы вкладываем управление, как, в общем-то, просто-навсего двигаем там сегмент некого вещества. Вот умение работать с управлением как с элементами вещества, это достаточно важная характеристика, упрощающая систему управления и ставящая эту систему не только на принцип там, духовного развития, но и на принцип управления веществом. А веществом на уровне коллективного сознания часто управлять достаточно просто. Ну, представить можно там какой-то песок, который может двигаться, и достаточно одной крупинки, чтобы сменить всю реальность как бы вплоть до противоположной, да, в созидательном аспекте. Вот обратите на это внимание, что смена структуры реальности происходит только в созидательном аспекте с точки зрения технологии прошлого развития. И здесь вот именно смысл межтерриториального уровня заключается в следующем, что для элемента прошлого всегда существует только выход в еще более лучшую фазу, стадию развития вот, по структуре как бы логических связей. Поэтому чем больше событий прошлого, тем у будущего должно быть лучше. Да? Вот здесь вот есть такое даже логическое правило. И исходя из этого, с точки зрения вечного развития, в каком-то кульминационном моменте накапливается столько информации, что заведомо понятно, что человек будет жить вечно. Вот чтобы этот момент приблизить это событие и технологически этим воспользоваться, необходимо вот эти вот
фактически информационные, да, я назвал межтерриториальные, но имелось в виду, что территория, например, какой-то информации, и именно территория, это конкретно выглядит. Межинформационный уровень более рассеянный, да, в управлении информацией улавливается часто как конкретное место, улавливается, может быть, как понятие. А межтерриториальный информационный принцип, где каждый сегмент информации это есть место в материи, мы можем тогда этот уровень привести к себе и получить решение там, социальных, там, биологических, физических процессов управления. То есть в связи с этим, например, структура биодоступа, то есть наличие управления в биологической фазе подразумевает, что если есть структура вечного развития внешней среды, когда там гора стоит миллиарды лет, да, то сопоставимый принцип неопределенного как бы, множества, где есть физическая жизнь в физическом теле, например, человека, может иметь такие же функции и свойства. То есть межтерриториальный принцип подразумевает наличие общности подобных систем. И налагая одну систему на другую, то есть взяв информацию вечности развития пространства, да, или вечности времени, и налагая развитие жизни на эту информацию, мы получаем вечное развитие физического тела человека. И вот как здесь наложить, как соединить эти вот понятийные системы, вот здесь как раз таки нужна работа души. В той точке, в той области, где Бог организовал душу, действующую в своем бесконечном развитии и удалении, например, от любого уровня событий. Вот как вообще решить задачу вечного развития, ну, с точки зрения прогностических систем. То есть любой прогноз можно изменить в лучшую сторону, если хоть что-то делать. Да? Если делать в бесконечном уровне, то есть очень далеко выводя параметры души в управлении, это ощущение дальности управления душой возникает. Например, там, далеко едущая машина, везущая там какой-то товар, это понятно, что это далеко. Вопрос, если там товара нет, то это только машина, да, и вот тогда машина приближает товар, она отодвигается в точку, то есть дополнительная функция возникает удаления, потому что мы фиксируем вторую величину, некий товар там в кузове, например, машины. То есть добавление следующего действия удаляет структуру восприятия, если оно и так удалено, да, это действие. И, ну, то есть симптоматика, там, выраженность, множественность событий увеличивается, да, масса событий увеличивается. Да, понятно, что эффект удаления увеличивается. Хотя, с другой стороны, количество массы приближает события. И получается, что так устроен человек с точки зрения физического тела вечного развития. Распространение души и тела вечного развития увеличивает структуру событий, но так как тело находится в одном и том же уровне, информационном, ну, в материальном понимании, то получается, человеку достаточно распознать те события, которые находятся перед телом, либо в виде информации, то есть восприятие тела, да, специальные технологии восприятия тела. Например, прогностически ориентированные технологии восприятия телом или регулирование информационных потоков на тело, чтобы тело находилось в вечной жизни. Вот здесь вот возникает такой принцип, где тело с точки зрения межтерриториальных систем, находящееся на элементе текущего уровня развития событий, может следующим элементом вечного развития стыковаться по уровню просто всего или наблюдения, или задач совместных. Да? Совместность в том, в чем здесь заключается, что человек находится в какой-то точке, в будущем может находиться в этой точке, в этом городе, да, например, или может он где-то перемещаться. Вот здесь вот возникает вопрос, чтобы задачи стыковались с задачей развития и роста физического тела как бы, в пространстве, то есть распространение физического тела в будущее, ну, именно информационное, конечно, распространение, то есть наличие живого человека в бесконечном будущем, то получается, что мы можем сказать, что на определенном уровне пространственная среда, она объединяется в какую-то универсальную как бы, массу информации, систему информации. И из этой системы получается ну, практически, так скажем, обобщенное такое, отдаленное от системы, может быть, даже будущих событий действия, где получается некая нейтральная величина, учитывающая уже, что происходило или может происходить в будущем, или происходило в прошлом. Аналитика связана с текущим временем. То есть, как делает Бог, он, с точки зрения Бога, действие любой нейтральной информации может восприняться как информация любого уровня. Но вот именно элемент макросозидания говорит о присутствии Бога, да, в системе любой информации. Вот здесь вот
умение перевести любую очень удаленную массу информации, которая обладает свойством, например, выраженного оптического свечения, то есть мы можем видеть, что просто-навсего некий свет, идущий из бесконечности, и считать, что, или реально знать, что это есть свет какого-то бесконечного, удаленного, позитивного, хорошего события, то при восприятии этого света мы должны уметь сформировать любое созидательное событие. Вот здесь важно видеть, что элементом действия является промежуточным моментом сам свет удаленного события бесконечности. Но когда мы начинаем дальше анализировать, то ведь первичный импульс просмотра исходит от вашего физического тела. Да, или от вашей души, что значит в физическом теле, да, например. Тогда получается, чтобы физическое тело и, например, душа, дух, сознание, все, что относится к информационным характеристикам личности, просто душа это больше, чем информационная характеристика, она содержит наличие фактологической информации о самой информации. То есть это более глубинная, да, некая структура. И если мы начинаем думать о том, как воспринимается информация, то дальше находится душа за информацией. Она и там находится дальше. Вот соединение более глубоких уровней информации с бесконечной удаленностью дает ту душу, которая находится сейчас здесь или может, например, проецироваться на любое место в управлении. То есть мы видим свою душу как общеучаствующая душа, так скажем, участвующая в каких-то обобщенных или в конкретных действиях информации всего мира. И получается, что именно участвующая душа, которая реализовывается как душа действия, то есть тот уровень, который характеризует некое присутствие личности, да, он здесь проявляется уже вполне. То есть межинформационное взаимодействие, такого понятия, как душа, приводит к такому понятию, как личность в целом. Но это в бесконечных системах управления, да, далеки. Значит, вывод здесь совершенно один, что в будущем личность, она также неразрушима, как и душа, включая неразрушимость физического тела. И здесь мы начинаем уже внутри этих систем, выявленных нами, находить, как взаимодействует, например, физическое тело с бесконечной информацией, всего лишь навсего зная какие-либо движения своей души. То есть анализируя какой-либо тонкий уровень и анализируя все связи, которые могут вести только к вечной жизни, к вечному развитию. Когда вы начинаете видеть, что элементом вечного развития является, например, ваша конкретная практика, например, решение каких-то политзадач, личных задач, вы начинаете видеть, что управление, идущее от вашей личности, это фактически управление вашей душой, да? В том числе, то есть это желания, истинные мотивы, стимулы, действия вашей души, то на каком-то уровне, где личность ваша полностью пересекается с душой, вы имеете точки личности, которые и являются точками именно такого понятия, как межтерриториальное управление. Соединение действия человека, души человека, тела, присутствие Бога или при наличии того, что Бог смотрит, Бог дает, это и есть уровень действия или все действия, так скажем. Все действия, то есть любое действие мгновенно оказывается влияет на любую территорию. И когда мы этот внутренний смысл постигаем, управление или реальности, действия, то видно, что, в общем-то, любое действие можно разложить же на систему определенных внутренних смыслов, да, внутренних каких-то категорий движений, внутренних даже постулатов или форм. То есть любое глубокое или глубинное действие содержит все-таки понятийную структуру разложения этого действия на составные элементы. Например, человек действует, он прослушивает музыку, но если задуматься, то есть техническая часть, это, например, ноты или это звуки, да? А есть внутренняя, пространственная, объемная часть, как он музыку воспринимает. И каждый элемент музыки, скажем, блок, да, объем, форма какой-то, объемная масса музыки, так скажем, которую воспринимает человек, а если он начинает видеть, например, систему таким образом, что он с чем-то, с частным каким-то своим событием, соприкасает этот элемент музыки и что-то вспоминает, это опять же
более глубокий, но все равно более частный случай. А еще глубже, когда он видит саму музыку. То есть он видит ту территорию, то пространство, что есть вообще информация с точки зрения Бога, например, как вообще Бог воспринимает информацию. И когда он видит глубину, то есть это выглядит как некий объем, значит, или воспринимается даже как объем, не всегда это видно на уровне физической оптики, так скажем, да, внутреннего даже восприятия, достаточно восприятия. Вот он попадает в глубину, ту же самую, которую распознала душа после создания Бога, в первый момент. И вот тогда мы начинаем видеть, что после создания, именно в первый миг, душа начинает воспринимать так же, как уже оформленная личность, то есть там нет понятия набора информации. И тогда, войдя в структуру души, мы начинаем видеть, где ваша душа конкретно вообще брала знания по личному развитию, как она вообще стала вечной. Да? Понятно, что она создана вечной Богом, но вот именно как процесс происходил, взаимодействие, например, создаваемого элемента, сегмента души со своим будущим понятием, событием самой же души. В данном случае речь не идет в общем, том, как создается на уровне вообще какой-то абсолютной системы знаний. Мы говорим об относительных системах. Вот мы видим, что элемент души, воспринимающий весь мир, создался. Почему душа принимает то или иное решение? То есть ведь есть очень высокотехнологичные души, для которых владение материей это, в общем-то, как бы элементарное свойство. Они часто не считают, что это какая-то проблема, тем не менее в какой-то момент управление материей с точки зрения дальнейшей логики, такой переходный, да, когда происходит момент, это для них принципиальная система знаний. Например, если говорить о физическом мире, то по типу, например, перевода какой-то массы материи одну и другую, мы можем сказать, что для развитых очень личностей вот сам элемент перехода, то есть третья какая-то степень, он нагрузочный, да, дальше они все знают и все контролируют, хотя в самом момент перехода они тоже контролируют, но когда мы воспринимаем, например, можем сказать, что это было сложное действие, да, для данного уровня управления, для данной личности. Мы так считаем. Они могут считать по-другому, они могут считать, что все проще, но нам важна наша точка зрения. И вот когда мы ставим вопрос вечной жизни, вечного развития любого элемента реальности, независимо от того, в какой форме этот элемент реальности вообще возник, то вот здесь возникает принципиальный уровень, что для этого нужно все-таки, как правило, даже практика, так скажем, для этого нужно, чтобы физическое тело становилось все более вечным у самого носителя этих знаний, скажем, или этой информации. Тогда мы начинаем как бы более синхронно действовать с любым уровнем вечного развития и более точно или синхронно понимать дела и поступки тех личностей, которые поставили задачу, например, вечное развитие или просто сам являясь вечными, дают определенную систему знаний. Поэтому вот здесь важно, чтобы личность, которая воспринимает какой-то элемент реальности, значит, она, во-первых, понимала, что ради нее, значит, сделаны многие движения, многие системы сформированы в этом мире, многие уровни реализованы для того, чтобы именно эта личность реализовывалась сполна, или нужно, чтобы именно конкретная личность выполнила какие-то задачи. Вот здесь важно понять, что чем, скажем, компенсирована эта ситуация, то есть чем внешняя система, которая помогает, чем они руководствуются и через что им приходится проходить, чтобы получить помощь. Вот здесь вопрос такой, что умение заранее определить помощь и среагировать, чтобы другие системы не нагружались, да, то есть развить прогностическую фазу с точки зрения того, что если другие системы мира или другие личности помогают, то нужно по возможности сделать так, чтобы вовремя сделать управление, чтобы не было какого-то слишком долгого уровня внешнего управления или обременительного, или ненужного, то есть сложного для другой стороны. Вот здесь умение прогнозировать – это забота о любой другой системе, которая вас окружает. Когда не нужно другим людям, скажем, или просто каким-то
систему управления тратить много ресурсов, чтобы выровнять вашу событийную сторону. И вот, чтобы, то есть, довести до нормы, да, с точки зрения благоприятности развития. Вот здесь, например, с точки зрения исцеления там, от заболеваний, если мы видим, что происходит синхронизация управления, таким образом, что мы получаем уровень управления такой, что мы больше учитываем, да, ситуацию, больше учитываем информацию, тогда своевременный учет — это присутствие в этой точке в нормированном фазе управления. То получается, что мы имеем такой уровень, что вот, понятие учета — это значит, нам нужно функцию тела, там, социальные процессы, физические процессы, не обязательно только речь значит, функции тела, где мы говорим о том, что тело где-то практически должно присутствовать, мы говорим о социальных системах, о том, что человек что-то может писать, совершать какие-то поступки, может создавать какую-то документацию служебную. И вот все системы должны быть нормированы, как получается, гармонизированы даже в плане, в общем, больше, так скажем, отдаленных стратегических задач личности. То здесь возникает такая вот своеобразная связка в управлении, что, так скажем, та материя, которая является фундаментальной материей, да, жизни, материи любви, она становится как бы неотъемлемой такой частью для сознания человека. То есть внешняя материя настолько же становится управляемой, как и материя мышления человека. То есть можно материю ввести прямо в структуре мышления. Нужно там что-то, например, там, проделать какое-то заживление в царапине пальца, если есть желание, и можно, например, при глубоком там уровне, можно, может быть, сделать несколько раз быстрее, и царапина там заживает, например, там, быстрее, или можно как бы там выращивать органы, или же можно, например, какие-то вот делать процессы регенерации просто тем, что мысль соприкасается со структурой тела. И тогда получается, что такой уровень как бы территории информационной, информативной, как мысль, и, например, там, такая физическая среда, как тело, когда они начинают взаимодействовать по любому виду вопросов с точки зрения вечного развития, то видно, что структура вечного развития, как, например, опять же, межтерриториальный уровень, можно иметь в структуре просто своего восприятия и восприятия действием, а также действия над восприятием, так можно расписать различные варианты управления. Тогда получается, что отсюда вы можете на любую там, точку любой территории, например, там, физической территории выйти. Отсюда можно выйти в структуру духовного видения, в структуру какой-то планируемой в отношении вас информации или что реализовывается в отношении вас. Тогда возникает вопрос, что можно сделать, чтобы через эту технологию преобразовать какое-либо, возможно, отрицательное действие и привести это в норму. И вот здесь возникает, конечно, уровень как бы внешних обстоятельств, что вообще сложилось до сих пор. Своевременно ли вы приняли какие-то меры, но тем не менее, в любом случае, исходя из структуры там, лично вашей вечной жизни, как бы уровня, например, там, внешней помощи каких-то систем и людей, можно видеть, что на уровне восприятия более глубинный смысл. Здесь можно видеть, что личный вопрос, который вот вы в мире там ставите, задаете, он стыкуется с тем, что этот вопрос — это и есть решение, обязательное решение с точки зрения именно вечного развития. То есть ответ, то есть получаемая информация всегда может быть такой, которая вам нужна. Вот вопрос только учесть какие-то как бы иррациональные нюансы, да, что вы когда-то что-то, возможно, не сделали, или же просто нужно изменить какую-либо ситуацию в сторону вечного развития. Вот здесь вот именно глубинный как бы, смысл действия вашей личности в плане взаимодействия, больше получается с собой, да, с информацией своей личной. Вы начинаете видеть, что все процессы мира, там, любые частные процессы, предположим, там,
человек собирается на рыбалку, он просто как-то работает с леской, с крючками и так далее. Вот эти вот все мелкие, казалось бы, процессы, это все есть вы сами в плане там, личного олицетворения действия. То есть вы видите глубинный смысл присутствия себя, например, там, хороший рыбак, он очень увлечен, да, каким-то процессом, а это же ведь его личная потребность, его личное желание, то есть личность имеет свободу в этом действии. И когда мы начинаем видеть признак или реальность, в том числе личной свободы в любом действии, то получается, что тогда так получается на практике. То есть человек приобретает ту свободу, например, там, физическую, то есть может быть там, более здоров, больше возможностей перемещения в какие-то там страны и так далее, просто по территории, например, где бы он хотел быть или куда-то съездить, например, у многих есть какая-то, может быть, мечта, куда съездить какое-то место, начинает осуществляться, предположим, вот это желание и так далее. То есть признак личной свободы, полученной, например, за счет понимания внутренних структур мира, значит, переводится к тому, что так начинает складываться обстоятельства как бы мира. И вот здесь мы начинаем видеть, что вот этот уровень обстоятельств, то, что происходит внутри системы управления, это есть уровень, который регулируется, прежде всего, самим человеком, но опять же на фактически бесконечном удалении информации, там, по времени в первую очередь, от самого человека в текущее время. При этом удаление как на физическом уровне, да, например, считается, так и на информационном, где процесс мышления сейчас, например, он может быть в будущем такой, что он связан с какими-то, естественно, конкретными делами, и при этом он может быть другой, естественно, там разный уровень, но так как разный уровень восприятия, но мы можем за счет того, что мы выходим на межинформационный, межтерриториальный уровень управления, например, по системам мышления, увидеть за счет отражения вот этой внешней мысли там, в будущем, что вообще будет происходить. И тогда процесс взаимодействия, он показывает, что так как подобная система мысль сейчас, да, и мысль в будущем, это все системы, которые определены все-таки текущим временем, а они подобны, значит, мысль будущего может иметь такие же характеристики и качества, то достаточно воспринять норму текущего времени и правильно как бы переслать к той мысли, которая находится в будущем, которая часто иногда захватывает, кстати, прошлую информацию, то видно, что управление реализовано, и в будущем, во-первых, все изменяемо в лучшую сторону, а во-вторых, что в этом уровне вы можете изменить, а дальше просто пользоваться уже результатом, то есть элемент изменения в лучшую сторону, он ощущается буквально на уровне, ну, как бы даже на уровне похожем тому, как происходит физическое действие, то есть точность получения информации. Вам известно, что все будет благоприятно, хорошо из-за этого действия, да, конкретно. И другой вопрос, когда мы работаем не просто информационно, а еще совершенно какие-то физические действия, соответствующие данному процессу, тогда получается, что уже управление строится таким образом, что мы можем тогда использовать эту систему как, например, диагностическую, и тогда получается, что в каждом конкретном действии мы можем рассмотреть вот при таком эволюционном уровне, что ли, развития сознания с точки зрения работы между любой средой, там одна, например, среда, и вторая, можно рассмотреть все-таки, что сознание человека абсолютно точно и четко определено текущим положением мышления, текущим действием там, физического тела, души человека. То есть на уровне таких простых упрощенных понятий есть структура физического тела, есть мышление, например. Да, вот достаточно этого уровня, в то время как считают, что душа это тот уровень, к которому нужно иметь доступ или специальный допуск даже самой личности, то есть время какое-то нужно. А есть совершенно объективная вещь, которая существует мгновенно и всегда. Восприятие человека. Само физическое тело и что воспринимается телом, например, в данный момент. Да? Два непрерывных как бы, параметра информации, которые непрерывно увеличиваются в системе информации. И вот когда мы начинаем отсюда входить в систему управления уже из души, или там, душой, то получается, что управление, например, душой, то есть качество души, реализованное в бесконечном развитии, это уже тогда признак просто логической воли, вашей воли.
значит, управление душой осуществляется там, волевым, да, участием там, вечности в своих событиях. И практически, если мы начинаем дальше реализовывать такой принцип управления, то получается, что мы вполне можем увидеть на, скажем так, бесконечном удалении уже от вас, там, от этого уровня управления, увидеть, что там вечно живущее там, ваше физическое тело, находящееся там, в каких-то ситуациях, это такая же реальность, как вы воспринимаете себя. То есть личность воспринимает себя так же, как, например, там, в бесконечном удалении в каком-то событии. Тогда получается, что вечно живущее тело обладает тогда какими-то информационными признаками, да, и информация, которая, например, не является информацией вечности, постепенно, ну, как бы отпадает от такого вот тела информационного. То есть видно, что происходит в этом случае, как только мы ставим процесс именно межинформационного управления, то есть выделение вечного тела в информацию, своего вечного тела, фактически мы всю внешнюю информацию, значит, другого типа, ну, которая там просто внешняя реальность, да, мы берем и переносим в структуру другой среды. А управление делаем третьим способом, где третий способ обозначает всегда вечное физическое тело. Ну, соответственно, душа и дух человека и так далее. То есть то, что при вечном физическом теле, соответственно, душа вечна, то есть как следствие, да, и соответственно, это, конечно, точно. Даже, ну, просто логически точно. Когда мы начинаем уже отсюда исходить, что тогда есть действие души, то мы видим, что действие души это есть сама статика тела, что происходит внутри тела, да? Душа всегда присутствует, получается, в физическом теле. И то, что сама душа распознает какие-то элементы, там, ну, предположим, наиболее благоприятные для будущего развития человека, как систему практически, так скажем, своих собственных действий, где, например, вот вам нужно там, в будущем прочитать ну, что-нибудь, таблицу умножения, да, человеку нужно в какой-то момент прочитать какой-то материал, то душа формирует всю личность самого человека и даже внешние обстоятельства, да, в основном, исходя из конкретной задачи и цели человека. То есть вот выделение цели, выделение как бы фракции, значит, цели обусловленной, например, тем, что мы, в общем, вот эту вот цель ставим как задачу собственного развития и на этом имеем вечное развитие, как раз таки, ну, в общем-то, сходно, там, идентично даже тому, то, что было по пространству разного типа внешнего управления, что внешняя цель настолько там сливается с задачей самого человека, что осуществляется уже интегрированное общее управление, а все события мира регулируются, потому что эта цель слилась с решением. У Бога все внешние события, это же его же действие, но он же все время находится в системе решения. Да? Вот совпало в данном случае логическая версия управления и как бы выведенная версия управления за счет технологии просто просмотра фактической информации. И здесь мы получаем такой критерий управляемости среды, что для того, чтобы среда была более управляемой, с точки зрения вечного создательного развития, нужно, чтобы наш фактор присутствия был всеобщим в любом действии этой среды. То есть мы должны ставить тогда управление на другую территорию, да, на другую там, задачу, только такое, что импульс этого управления отражается во всех системах, включая те системы, которые мы, например, не воспринимаем как активные, или там, мы не знаем что-либо конкретно об этих системах. И при этом вот именно объединенная, то есть интегрирующая, что ли, часть, где управление является технически расходящимся в разные системы, эта часть, она становится такой, что вы получаете управление, ну, прежде всего, по кругу личных задач. Вот если подумать, как вообще возникает личная задача, с точки зрения логики вообще абстрактных как бы, уровней вообще воспроизводства событий. Откуда берутся личные задачи, почему они так ставятся, и почему мы в них вкладываем столько ресурсов, и почему это и есть наша, да, личная свобода, например. Вот здесь важность совмещения как бы внешние, навязанные как бы, да, задачи, то есть и задача действия заключается в том, что
личный план, когда он там реально свободен, человек должен точно знать, что это его личное желание. И вот это вот пространство того, что это есть его личное желание, и он осуществляет именно личное действие, это пространство довольно-таки специальное. Потому что это пространство имеет практически, в общем-то, там специальную форму, которая обладает функциями бесконечного удаления любого вещества в вечность при приближении к этому пространству какого-либо материи. То есть мы материю мышления можем сюда ввести, и как только видим, что мысль уходит в бесконечность, и при этом обратный сигнал увеличивает устойчивость вас, вашего управления, то получается вот это именно такое пространство, и мы можем с этим пространством уже работать за счет того, что мы знаем его функции в дальнейшем, то есть мы можем его как бы взять и опустить. И вот почему человек не привязан конкретно к пространству какому-то, предположим, дерево фиксировано на пространстве, и поэтому там нет принципа удаления при передаче информации. Вот если посмотреть, как дерево работает на уровне управления, то блоки информации, которые обеспечивают рост или внешнюю систему взаимодействия с реальностью, эти блоки, они примыкают к дереву в виде определенных сопоставимых слоев информации, там, на расстоянии 2 или 5 сантиметров. И поэтому это одно из объяснений того, что можно там руку человеку прикладывать, и идет насыщение, какой человек воспринимает как бы некой энергии. То есть получается, что исходя из практики действия, можно видеть, что вот именно динамический уровень человека подразумевает наличие динамических областей информации, которая соответствует этому человеку, любому человеку. И вот чтобы сделать жизнь человека вечной, просто на уровне управления, а не за счет просто каких-то искусственных уровней, каких-то движений физического тела человека, когда человек искусственно, я подразумеваю, что увеличивать может количество движений сам человек, наблюдать, как увеличивается структура вечного развития. В данном случае речь идет о том, что при любом количестве движений мы фракцию вот этого вечного развития воспринимаем как понятную фракцию. То есть можем сказать, что конкретно нужно нам, чтобы вечное развитие было, и чтобы было умение в любом случае снять отрицательный прогноз. Да? То, что оно есть на уровне души, это понятно, а вот как обеспечить, что оно распространимо на каждого, и при этом мы должны иметь какие-то конкретные системы реализации, то здесь важнее, в первую очередь, важнее всего увидеть то, что относится к параметрам и вашего, и коллегиального восприятия. То есть внешняя информация, коллегиальное восприятие, это ваше восприятие, это ваш личный образ, физический, например, где вы себя видите в какой-то ситуации, или информационный. И дальше, когда вы начинаете видеть, что здесь происходит на уровне восприятия среда-среда, или объект информации, например, воспринимаете себя в виде определенного уровня управления, определенного конкретного лица, которое совершает какие-то действия. И вот внешняя информация, бесконечная информация, тогда преобразовывается в конечную форму. То есть форма тогда будет конечная, например, похожая на яйцо. Да? И вот когда мы начинаем взаимодействовать именно вечный человек с конечной формой информации, где, понятие яйца, там может быть другая форма информации закрывается. То есть развитие какой-то системы, которая имеет структуру хотя бы периодичности, да? То получается, что мы находим личность, то есть самого себя в уровне управления как раз таки вот в этом восприятии, в этом действии, где самонахождение информации, такой термин применить, это есть уровень, который обязан в любом случае решить все ситуации, которые касаются человека. То есть человек должен обязательно получить решение любой ситуации, которая его интересует, и при этом он, живя свободно, учитывая какую-то часть информации, должен гарантировать, что у него вообще позиция правильная, позиционный уровень. И вот когда вы в вечном уровне развития, то есть в вечной жизни, позиционный уровень держите как определяющий, специально иногда, да, то понятно, что все внешние системы, они радикально отрицательно вас затронуть уже точно не могут, потому что
существует уровень вошличного пространства управления, а третья система – это же в управлении, получается, высание вошличных действий. То есть, часто говорят, что человек является источником своих проблем самостоятельно. Да? Вот здесь прослеживается в общем, такая как раз таки связь с этим пространством, где определена именно даже геометрическая связь. То есть определенный участок тела определен так, что можно видеть его взаимодействие с конкретным событием. Имеется в виду, например, кожа со стороны правого плеча по всей информации мира больше взаимодействует с постройками, то есть с какими-то строительными системами. Да? Мизинец правой руки это больше какой-то вид животного мира и так далее. То есть можно видеть, что если мы хотим среди вот этих систем познания иметь именно свой личный путь развития, точный, с учетом конкретного соответствия биологическим объектам или информационным, материальным объектам, то можно увидеть, что в какой-то момент, получив информацию связи, например, конкретного уровня своего действия с любым другим уровнем, то есть как рука, например, кисть правой руки взаимодействует с значимой информацией, или с информацией какого-то конкретного материального объекта. Да? Например, человек берет в руки деньги, материальный объект, и получается, что взаимодействие с информационным материальным объектом и развитие, скажем, физического тела на контроле этой ситуации приводит к тому, что любая простейшая ситуация в этом мире, которая существует, по этой технологии просто видно, что там всегда существует, в общем-то, система больше такого фактора присутствия, что присутствует человек, присутствует элемент события, где в первую очередь глубинный смысл события понятен, и человек всегда может встретить свои собственные мысли, свою собственную, конструкцию восприятия в любом событии в таком случае. То есть он может узнать, почему то или иное событие вообще произошло. И может понять, и поймет, как правило, что до этого было либо много потерпело предупреждений, либо он что-то сделал правильно, и поэтому событие улучшилось. То есть элемент материальной связи на межпространственном, межтерриториальном взаимодействии позволяет строить своеобразную такую лестнику или какие-то звенья событий. И если каждое звено это глубокий смысл, а лестника ступенька это плоская система, да, то получается, что подъем вверх по лестнике, некий подъем, да, понятие подъема, хотя по лестнице можно и спускаться. Да, в данном случае, например, смотреть, где находится цель управления. И все-таки, например, рассматривая элемент подъема и глубинной системы познания в виде, например, некого массива информации, мы можем четко сказать, что любой плоский уровень, то есть любой уровень другого представления одного и того же действия, это есть то, что сам придумывает или сочиняет или видит сам человек. То есть любой уровень, значит, следующего представления информации, в корневом уровне присутствует тот человек, который это наблюдает. И когда мы начинаем видеть, что люди, которые видят какую-то информацию глазами или управляющими сновидением, это люди, присутствующие по какой-то личной задаче в этих формах, в этих фрагментах информации. Мы видим, каким образом Бог частным образом наделяет людей к задаче конкретных действий. То есть можем найти уже фактически задачу Бога, как Он вообще передал, например, человеку какой-то конкретный его личный путь. И вот здесь мы именно в факторе и фактологии глубинного, глубокого познания можем очень четко увидеть, что происходит на уровне, скажем так, получения информационного плана управления, то есть как вообще в виде задачи мы видим, в общем-то, статус своих собственных задач, то есть как вообще мы их получили от Бога. Прям видно как происходит передача, кто при этом присутствовал например, в виде святых, или как вообще формируются задачи, как вообще они на этом уровне происходят, кто их ставит, почему они происходят так или иначе. То есть рассмотреть глубинные, понятийные корни любой системы
вполне здесь вот можно в этой технологии. И получается, что здесь ситуация такая, что если мы, например, будем рассматривать какое-то действие как глубинное, то тоже мы можем, скажем так, делать такое управление, что если там есть какой-то предмет управления, то мы можем сказать его внешних функциях или формах, если может быть там 2 предмета управления, тогда формально, если мы, например, там берем один предмет, кладем на другой, мы понимаем, там, предприняв физическое действие, мы удвоили систему управления, получили 2 предмета один на другой. Если, скажем, с точки зрения Бога исходить, в каждое его действие содержит бесконечное количество смыслов и действий. Получается, что именно для бесконечного выражения действия Бога и создан человек, да, на простом уровне какого-то своего физического действия. Не обязательно делать самому что-то, а достаточно вникать в структуру внутреннего, вездесущего такого глубинного личностного смысла своей собственной личности. И вот когда человек находится в этом пространстве управления, все, он находится уже вообще в точке или в области, которая над всеми пространствами, над всеми территориальными стенами. И тогда человек уже вечен, потому что он просто так осознает мир. Любой его взгляд — это уже вечность, любое движение — это вечность. Таким образом можно в естественной ситуации, бытовой даже, да, находиться в уровне вечного развития всегда. Видеть будущее, и это будет просто обычное, бытовое сознание, но вечное. То есть в этой ситуации человек является вечным. С точки зрения этой ситуации просто попрактикуйте в своих естественных состояниях и найдите эту координату, это состояние, когда в обычном уровне вечное развитие дается именно как система просто обычного бытового действия. Просто надо в этом пространстве уметь через ту систему, которую я сейчас показал, находиться. Межтерриториального, межуровневого вида взаимодействия. Спасибо большое за внимание. Сегодня все-таки получилось управление достаточно концентрированное. Спасибо. До свидания.